Всем привет! С вами Денчик, и сегодня у нас кубики с электронной начинкой. Уже довольно давно я публиковал шортс о том, что собираюсь распаковать набор 515-15. И это последний текущий момент набор серии Mindstorms. И как вы видите, я его распаковал. И даже начинал снимать на него обзор. И была мысль вставить в этот обзор небольшую историческую справку о всей серии Mindstorms. Но потом я понял, что бегло-емко про серию рассказать у меня никак не выйдет, да и в целом мир программируемой электрики гораздо шире, чем серия Mindstorms. И на десяток с хвостиком лет старше этой самой серии. Например, несколько раз я опубликовал короткие видео о паре штуковин из конца 80-х и начала 90-х. На эти штуки мы сегодня, кстати, тоже глянем. Вообще, я в сумме насчитал около 2 десятков устройств, которые в той или иной степени позволяют программно управлять детальками Lego. Здесь я в основном буду рассказывать про устройства, программирование которых предусмотрено самой компанией Lego. И еще слегка затрону тему альтернативного программного обеспечения для всего этого дела. В целом хочется сделать легкий на восприятие ролик, поэтому я не буду подробно разбирать все серии устройства. Чуть больше расскажу, наверное, только про совсем старые штуковины, да и там не буду утруждать себя глубоким погружением во все нюансы. Все-таки есть надежда, что рано или поздно мы все эти девайсы посмотрим в отдельных роликах. И тогда в описании данного видосика появятся ссылки на них. Но если вам кажется, что я не сказал про какой-то ключевой момент, назвал микроконтроллер микропроцессором, или не рассказал, чем именно отличались черный и белый Mindstorms NXT, обязательно напишите в комментариях обо всем. Еще одним стимулом для создания этого ролика послужило то, что я в принципе собираю разные не первой свежести устройства, связанные с ними артефакты и информацию, но не всегда могу сделать полноценный обзор. Например, прошлой зимой я очень много читал про электронику из конца 80-х и начала 90-х. Но уж через несколько месяцев я понял, что впитанная тогда информация выветрилась из моих мозгов почти полностью. Это неизбежно происходит, даже несмотря на то, что я набрасываю в процессе погружения в тему какие-то заметки и что-то сохраняю. Да и это не панацея. За почти 1,5 года некоторые ссылки, например, уже стали недоступными. Так что нужно работать над сохранением этой самой истории. Ну и мне кажется важным сказать, что саму идею такого формата я подчеркнул у Константина Губер-Ребута. Не мне тут его YouTube-канал рекламировать, куда более популярный блогер. Да и не ютубом я вдохновился, а постами на Пикабу 2017 года про историю Lego электрики. Можно заканчивать со вступлением. Попрошу не забывать про тайм-коды под роликом, если хочется посмотреть какой-то отдельный блог про конкретную железку. А еще где-то рядом с тайм-кодом есть кнопки лайка и подписки. Буду признателен за клики по ним. И да, не все из того, что мы на сегодня посмотрим, в ролике есть у меня в наличии в физическом воплощении. Но по ходу дела я буду показывать вам то, что есть у меня под рукой. А потом дополню рассказ как своими футажами, так и заимствованиями из других источников. На мой взгляд, любой из рассмотренных сегодня девайсов можно отнести к одной из двух категорий. Первое – это устройство со своей памятью для программ. Как, например, вот этот вот робот, зашили в него программу, и он полностью автономен. А вторая – это устройство, управление которыми производится каким-то внешним источником, на котором, вероятнее всего, и живет программа. Вот, например, у меня здесь есть Hub Education в виду первой версии, и еще не открыт даже. Он сам мозгов не имеет, но позволяет управлять внешними моделями по проводу с компьютера по USB. Это разделение формально, просто чтобы вы понимали, что есть два разных подхода, и во втором случае устройство не совсем программируемое в полном смысле этого слова. Сегодня мы посмотрим с вами на оба варианта устройств и на все, что, по моему мнению, можно считать программируемым. Я не стал брать во внимание разные активности с применением гаджетов. Та же дополненная реальность, например, не совсем по теме. Но все же упомяну несколько пограничных случаев. Первый – это Dimensions. Там в комплекте шла платформа, на которую можно было ставить фигурки на специальных подложках с NFC-метками внутри. Эта платформа, по сути, инструмент ввода-вывода для игры. Поэтому чисто теоретически такую штуковину можно использовать как часть какой-то электронной системы для взаимодействия компьютера с реальным миром.
Кроме компьютера были еще версии для приставок, как, например, у Арсения, приславшего мне эти вот футажи. Также про официальные возможности я тоже заикнулся раньше не зря. Например, лего-фигурка водопроводчика, очевидно, имеет электронный мозг, Bluetooth и некоторые сенсоры. Все это сделано для разных игровых активностей, но в итоге при желании и умении можно подключиться по Bluetooth и после этого делать с фигуркой и ее железом не совсем то, что предполагалось изначально. Но рассказывать подробно обо всем этом я вам, конечно же, не буду, а то, чего еще гляди, придет большая N и будет тоже со мной делать то, что не предполагалось изначально. Похожая история с основой для поездов из серии Duplo, например. Там есть Bluetooth, сенсоры и всякие свистелки-переделки. Но официально это никак не программируется в смысле софта. Так-то можно раскладывать цветные метки на рельсы, и поезд будет как-то на них реагировать. Опять-таки, умельцы из этих ваших интернетов написали стороннее решение для общения с хабом по Bluetooth. И на самом деле по количеству поддерживаемых фишек этот поездатый хаб уделывает, наверное, все блоги. Но при этом сюда нельзя ничего больше подключить, да и прошить своим софтом, к сожалению, его тоже нельзя. И совсем свежая штуковина – новый большой Technic Hub со встроенной электрикой. Его поддержку официально не добавили никуда, кроме техник-приложения. Умельцы смогли подцепиться к нему, чтобы дистанционно им управлять. Но прошивок мозгов устройства пока нет. Можно пилить свой код для внешнего управления, но там есть тоже нюансы работы. Формально, кстати, хаб лежит в программируемых устройствах на Брicklink, но там и всякие пульты и крышки от батарейных отсеков валяются, так что это не показатель. Если есть желание программировать хабы самостоятельно, есть официальная документация, и в качестве правой точки можно ей пользоваться. А если вы вроде меня и не шибко умный, и языков программирования кроме HTML не освоили, можно глянуть готовые библиотеки. Рекомендую ту, что на экране сейчас, сам с ней баловался. А теперь переходим к тому, что можно программировать официально. Смотреть мы будем на все из дня текущего и постепенно будем спускаться ниже по временной линии. Сейчас, в 2025 году, актуальными можно считать 6 блоков. Hub Spike Prime, Hub Mindstorms, Hub Spike Essential, Hub Boost, Hub Lego Technic, Hub Powered Up. Или эти хабы, или совместимые с ними аксессуары без большого труда можно было найти в последние годы на полках магазинов. По всему миру, как в составе наборов, так и в отдельном виде. А то есть два списка, что уже успело уйти на пенсию без проблем, ищется на вторичке. Лишь бы деньги без проблем искались. Я лично уже в 20-х годах купил один буст в детском мире на подарок и один в составе фарша на Авито уже для себя. А с последним Mindstorms история похожа. Также вы, скорее всего, без больших проблем найдете актуальный официальный софт для этих железок, который, скорее всего, без больших танцев с бубном установится из официальных источников. Хабы Spike поставляются в составе наборов Lego, Spike Prime и Spike Essential. Это наборы для образовательных учреждений. Служат такие наборы для разных опытов, обучения программированию и робототехнике. Маленький хаб Spike Essential имеет два универсальных порта для внешних устройств. И это очень спорное решение. Устройство выглядит совсем ограниченным, но, видимо, в Lego осознают нишу для таких устройств. Например, для движения с возможностью поворота по-хорошему нужно два мотора. Все, для датчиков портов не остается. Хотя голь на выдумке хитра. Большой хаб Spike Prime имеет уже 6 портов. Все порты могут использоваться как для датчиков, так и для моторов или светодиодов. Большой хаб имеет примитивный дисплей и динамик-пищалку. Spike Prime у меня представлен желтой коробкой от набора. Это не самая большая проблема, ведь у нас есть хаб Mindstorms. Его можно встретить, например, в наборе 51515. Ну и в виде отдельной запчасти встретить его на самом деле тоже можно. Технически это тот же хаб Spike Prime, только в другом цвете. И с немного измененной прошивкой. Вот у меня есть сам набор 51515, на который когда-нибудь доделаю обзор. Его сняли с производства около пары лет назад, но вообще несложно найти его на вторичке, да и куча совместимого железа все еще на полках. Правда, цены пугают. Все три хаба управляются через специальные приложения, либо через них же закидывается программа на устройство. Благо, все три имеют свою память и могут запускать загруженные в них программы. Питаются блоки от идущих в комплекте батарей. Везде есть встроенные акселерометры и кнопки на корпусе. Датчики и моторы в основном совместимы с сериями Control Plus и Powered Up, но нужно проверять каждый конкретный случай.
К ним мы еще вернемся. А пока к хабам попроще. Хаб Lego Technic система Ctrl+, можно встретить в наборах техник, как это ни странно. Там он используется для дистанционного управления моделями по Bluetooth через приложение со смартфона. Имеет встроенный акселерометр и 4 порта. Питается от 6 батареек типа А. Hub Powered Up прячется в систем-моделях, например, в поездах. Имеет 2 порта, питается от 6 А батареек. К моему сожалению, не имеет акселерометра. Hub Boost можно рассматривать как Hub Powered Up с 2 портами и встроенными моторами, но еще и акселерометром. Если не есть детали. А мы в детали не полезем, мы ведь молодые, шутливые и не будем скрывать эту тему. Блок Vido 2.0 не упомянут выше, но с него начиналась эта серия электрики. Наверное, для простоты его тоже можно считать равноценным хабу Powered Up, но с пищалкой. Кроме того, у него в качестве опции есть аккумулятор, а в базе он питается от батареек. Опять-таки, там есть детали, вроде того, что у этого хаба самая старая прошивка, и она накладывает некоторые ограничения даже на сторонний софт. Хаб пока еще формально актуален, хотя на полках магазинов, наверное, не найти его уже довольно-таки давно. Поддержку хаба обещают свернуть в 2026 году через год. А программируется все вышеописанное с мобильных устройств и ПК в зависимости от линейки, к которой относится конкретный блок. Хабы Mindstorms и Spike умеют хранить программы в себе, а в остальных случаях записать программу в сам блок нельзя. Только дистанционное выполнение программы с постоянной передачей команд по Bluetooth. И тут самое время помянуть такой сторонний софт, как PyBrick. Это, по сути, прошивка для всех упомянутых выше хабов и не только для них. Прошивка позволяет запускать сторонний код, написанный на специальной версии языка Python, и уже с такой прошивкой вы можете загрузить свой код в любой поддерживаемый блок. И потом уже он будет работать независимо от ПК или мобильника. Железо в блоках хоть и примитивное по современным меркам, но возможность обновлять прошивку оно поддерживает. Так что этим можно воспользоваться для заливки своих программ в эти блоки. Все описанные до этого блоки имеют одинаковые порты и электрически совместимы со всеми датчиками и моторами, которые в них можно воткнуть. В стороннем софте, как правило, будет работать все. Под свои нужды можно даже действовать мелочи вроде кнопки или индикационного диода. Только у хаба Vido 2.0 и Boost есть некоторые сложности. Все-таки они самые старые и не поддерживают или поддерживают частично что-то из новых устройств. Я сам, конечно, не все проверял, я ориентируюсь на информацию из сети. Если что-то удумали проектировать, лучше изучайте вопрос внимательно. В официальных приложениях от Lego есть разные ограничения. Могут не работать друг с другом компоненты из разных подсерий, но все может меняться. Проверяйте информацию на текущий момент. Приложения и прошивки хабов время от времени обновляют. Датчики есть разные. Их не очень много, но как для игрушки или обучалки все неплохо. Например, датчик силы или датчик цвета. Моторы, кстати, в большинстве случаев тоже могут выступать в роли датчиков, так как большинство из них имеет в себе встроенные энкодеры, которые и позволяют считывать угол поворота. Вроде бы только такой М-мотор не содержит в себе энкодера. И мотор от поездов, конечно. Есть еще все незабываемые пульты, которые могут участвовать во всем том безобразии, что вы творите с помощью официальных и с помощью сторонних программ и прошивок. Далее у нас идет представитель другой системы электрики, но все еще совместимый с PyBrick. Это Mindstorms EV3 из 2013 года. Хотя ему эта совместимость не то чтобы нужна. Наверное, это самый крутой из всех Mindstorms. ARM-процессор на 300 МГц, 64 МБ оперативной памяти, слот под SD-карточку, USB-порт, Linux на борту, Bluetooth и даже Wi-Fi. Правда, как отдельный донгл, но все же. Питался он от 6 батареек А или от аккумулятора. 4 порта для сбора информации с датчиков и 4 для моторов. Датчиков очень много, и банальные расстояния температуры, и гироскопы, и интерфейс для сторонних датчиков. К слову, в качестве сторонних датчиков даже камеры выпускали. Интересным примером использования датчиков был ИК-пульт, которым можно было управлять моделью, подключив, конечно, соответствующий датчик приема. Моторы там были свои собственные, с энкодерами. И все это полить сверху тем, что разъемы такие же, как в более старом поколении Mindstorms, о котором мы поговорим немножко позже. Наверное, можно даже считать его Raspberry Pi от мира Lego для каких-то простых развлекательных DIY проектах,
Это было неплохим решением. В 10-х годах в популярной среде я натыкался на него чуть ли не чаще, чем на Raspberry Pi. Несмотря на то, что тогда активно интересовался электроникой, что-то постоянно паял, программировал, прошивал. Вот даже есть видос, где я играю с таким на конференции лет так 7 назад, когда Лего еще не интересовался. К сожалению, набора у меня нет в наличии, но у меня есть целый датчик кнопкой от него. Так что все, система представлена. Вообще, хаб я думал тоже прикупить, но как-то резко он подорожал. Что в РФ, что по миру. Думаю, причина в том, что он все еще очень активно используется во всяких специализированных кружках и образовании в целом, а Lego на линейку Mindstorms как бы подзабило. Дальше время рассказать про оригинальный виду, и тут мы видим, по сути, просто переходник с обычных коннекторов системы Power Functions на USB. Все это цеплялось к компьютеру и управлялось по проводу из официального и не очень официального софта. Были совсем простые датчики, а управлять можно было какой-то, очень немощной нагрузкой. Например, М-мотором. Понятно, вам никто не мешает М-мотором крутить переключатель, а уже через переключатель вы можете и атомный крейсер запитать. Но важно помнить, что с самих разъемов блока вы ограничены буквально несколькими ваттами мощности от USB. И да, датчики очень простые, например, сенсор наклона — это никакой не гироскоп, а просто шарик, замыкающий контакты с той стороны, в которую он скатился при наклоне корпуса датчика. Вторым сенсором был детектор движения. Глубже у нас Mindstorm NXT, 2006 год, более простой предшественник EV3. 64 килобайта оперативной памяти, 48 МГц частоты микроконтроллера, 4 порта для датчиков и 3 для мотора. Питается от АКБ или пальчиковых батареек. Для своего времени был явно нововвеянием линейки, так как его предшественник в линейке Mindstorm базировался все еще на старой системе электрики из конца 80-х и явно не предполагал эта система каких-то сложных датчиков. К слову, подруга обучающих детей робототехники в Питере пару-тройку лет назад говорила, что на соревнованиях еще мелькают команды с NXT. Из опыта личного общения с московскими продавцами на Bricklink в начале 20-х спрос на запчасти от робототехнических кружков все еще был. У меня есть несколько хабов разной степени ушатанности. Я пока с системой мало ковырялся на практике, просто показываю, что у меня есть. Датчиков разных было много, свет, звук, возможно добавлять что-то свое. Мотор тоже были своего формата, и да, был переходник на систему электрики 9 вольт. И тут нельзя не прерваться и не вставить пару слов об электрике Power Functions. Сама по себе система не является программируемой, но ее компоненты могут использоваться или с ввиду первой версии, или с EV3 и более старыми системами через официальные переходники. Кроме того, PowerTap-система имеет возможность с помощью сенсора цвета и расстояния излучать в ВК-диапазоне, что позволяет в беспроводном режиме управлять PF-системой, ведь дистанционное управление работало там с помощью как раз-таки инфракрасных лучей. На инфракрасных пультах. Это официальная возможность. Например, в графическом приложении Powered Up у нас есть специальный графический блок для этого. Еще в системе PF выходил набор альтернативных источников энергии. Там был такой блок, к которому по первоначальной задумке можно было прицепить NXT, а впоследствии и EV3. Обзор на набор сочетаний с NXT есть на канале. И, кстати, когда я делал этот ролик, то без проблем скачал с официального сайта официальный софт для NXT, который без какой-либо магии заработал на Windows 10. Так что не все, что официально не поддерживается, прям таки мертво. Хороший пример. Спускаемся ниже. Дальше нас ждут наборы, связанные с электрикой 9 вольт. В начале 2000-х она уже доживала свое. Да и в целом судьба компании Lego была сложной. Развивалось много вещей, совместимых с 9-вольтовой электрикой или на ней основанных. Например, в 2003 году был явлен миру такой пример простого блока Record and Play, который можно было использовать без компьютера. Из названия можно догадаться, что набор позволял записывать и воспроизводить различные действия. Работал он на 3 батарейках, имел 2 встроенных мотора и пару кнопок, а еще и датчик вращения. Блок, как видите, у меня есть, правда, без крышки. Набор, кстати, стоит очень немного. Для артефакта, о котором мало кто помнит, интересная перспектива вложений, скажу я вам.
Годом ранее у нас была серия SpyBotics, в рамках которой вышло 4 блока, которые отличались цветом и компоновочно напоминали тот самый Record and Play. Тоже пара моторов, тоже питание от 3А батареек. Но также в блоках была кнопка, датчики освещенности и приемники. Кроме этого, есть оптический порт, который может просто весело моргать светодиодом, но вообще он служит для связи с ПК по последовательному порту. Через компорт можно заливать разные миссии и получать обратно статистику. Ну и раз были и приемники, были и соответствующие пульты. Все 4 блока у меня есть, а обзор когда-нибудь на них будет. Дальше мы пробиваем границу тысячелетий и попадаем в конец 90-х. В 1998 году вышел блок RCX, и он был явно революционным для своего времени. Именно на роботов на его основе я пускал слюни в каталоге 2000 года. 3 порта для датчиков, 3 порта для моторов или другой активной электрики, экран, пищалка. Интересно, что в отличие от более новых блоков, которые могут общаться с ПК по USB, этот блок имел только беспроводной формат связи. Да, это не Wi-Fi или Bluetooth, а всего лишь ИК-порт, но все же. Кроме того, инфракрасный порт позволял дистанционно управлять моделями с помощью вот такого вот пульта. Работал блок от 6А батареек. Некоторые версии также имели отверстия для внешнего питания. Датчики были сравнительно простыми, но позволяли делать довольно-таки интересные вещи для своего времени. Работал блок вполне самостоятельно, хотя и были, например, дополнения в виде USB-камеры, которую все-таки нужно было отдельно цеплять к компьютеру. Вот. Ну и тут просто перечислю, что на основе этого блока были мини-блоки, был блок Scout, были блоки Scout для наборов типа Droid Commander. В целом они все имели урезанный функционал, либо какие-то встроенные датчики. Ну, то есть не всегда это было именно урезание, а иногда это было просто упрощение под конкретную задачу. У меня вот, например, на ремонте есть синий блок Scout, есть там запакованные блоки, есть разные ревизии этих блоков, есть коробки от наборов, есть несколько наборов дополнений, есть разная бумага, датчики, моторы, софт. В общем, по этой части я заряжен на 146%. И уж надеюсь, по ней-то хотя бы, как по детской мечте, мы сделаем полноценный ролик. Вот. 1998 год. Кроме Mindstorms выходит еще и серия Cybermaster. Блоками встроенные моторы и один силовой порт. И 3 порта для датчиков. В отличие от Mindstorms, у него нет экрана. Но зато есть радиоканал на 27 МГц. К слову, это стандартная частота для игрушек. Есть специальный блок для компьютера, который позволяет с этой штуковиной как раз таки с помощью радиоканала и общаться. А с компьютером этот радиомодуль общается по компорту. Никаких вам USB. Все. 1997 год. Набор CodePilot. Также очень необычная штука. И если бы технологии развивались не так быстро, возможно, мы бы увидели развитие этой концепции. Набор имеет несколько кнопок, один вход для датчиков и один выход для мотора. Также имеет динамик и один оптический датчик, который используется весьма специфично. Ну и самое главное, набор снабжен сканером штрих-кодов и вот таким вот полотном в формате А3. Собственно, сканированием этих кодов программа в блок и вносилась. Во времена, когда в каждом кармане не лежал смартфон, а компьютеры, даже если были в домах, то чаще были не игрушкой для детей, такое решение вполне себе казалось, наверное, верным даже. Дальше у нас идет Control Center 2. 1995 год и, по сути, переиздание набора 90-го года. У меня как раз первая ревизия из 90-го года имеется. Новая ревизия отличается только возможностью питания от сети, так что опишу их тут вместе. 3 выхода, питание от 6 батареек типа C, запоминаем 2 программы, которые вводятся с помощью кнопок. Если постараться, можно придумать достаточно интересные примеры автоматизации с применением этой штуковины. Кто-то не считает, что это устройство программируемое, но, как по мне, это утверждение ложно, так как налицо возможность выполнять заданный заранее алгоритм. Вообще, программируемым может быть и даже сугубо механическое устройство. Ну, например, я думаю, что если бы вы сказали айтишникам из середины прошлого века, что у них перфокарты дырявые, у вас бы была увлекательная беседа о разнице между дырками и отверстиями. Далее, 1993 год, родился я, а кроме этого родился Control Lab. Коробка аж с 17 портами, подключаемая к ПК по последовательному порту.
8 портов на ввод, 8 на вывод, 1 неуправляемый вывод. Я, в отличие от блока в 1993 году, мог похвастаться только неуправляемым выводом. Софт для DOS, Windows и компьютеров от Apple поставлялся еще на дискетах. Для этой штуки, кстати, есть современный софт. Даже у меня на MacBook с M-процессором он вполне себе запускается. Правда, там дают только моторы покрутить. Как по мне, это самая ультимативная фигня, которую Lego когда-либо создавала для автоматизации. Вот. Чтобы вы понимали размах, одна из комплектных моделей – это вполне себе работающий сканер обычных листов бумаги. Как-то упустил на eBay с десятком таких блоков за $200, до сих пор жалею. Питаются они, кстати, от сети. Вот у меня тут, например, есть подходящий запакованный официальный блок питания тех времен. Про контрол-центр первой ревизии мы с вами здесь уже сказали ранее, упоминая его в 90-м году, просто ради сохранения хронологического порядка. Вся суть уже была изложена. Все описанные выше устройства системы 9-вольтовой электрики имели совсем небольшой перечень датчиков. Часто это были просто кнопки, как, например, в наборе CodePilot. Полноценно работать со всем перечнем датчиков, насколько я понимаю, можно было только в Mindstorms и Control Lab. Я про датчики температуры, освещенности, оборотов. Моторы были тогда совсем простые, без энкодеров, и хоть и они были весьма слабыми, но зато их отличало явное разнообразие форм-факторов и характеристик. В отличие от времени сегодняшнего, когда многим не ясна разница между L и XL моторами, а некоторые моторы управленцы Lego красят в разный цвет и делают их невзаимозаменяемыми на программном уровне. Также, кроме моторов, тогда был относительно неплохой выбор активной нагрузки, несколько видов лампочек, разные пищалки и, в конце концов, оптоволоконная излучалка. Даже существует переходник с 9 вольт коннектора на 1.7 разъем. Это было нужно опять-таки для сторонних датчиков. Информации мало, но, например, я стырил из чужого исследования фоточку датчика атмосферного давления. Обычные датчики вроде освещенности или температуры я, кстати, несколько лет назад находил даже в России на маркетплейсах за несколько сотен рублей всего. Сейчас, в середине 2025 года, я проверил, продаются уже они заметно дороже, но все еще есть. Я даже думаю, что могут быть кружки, которые чему-то учат детей на основе этих динозавров из прошлого века. Ну и последнее. Пилотная система от Lego из 80-х. Technic Control. Конкретно эта коробочка зовется интерфейс A. Создавалась она для существовавшей еще с 70-х годов электрики 4,5 вольта. 6 портов для лампочек или моторов, плюс порт, на котором всегда есть напряжение. 2 порта для датчиков всего. Из датчиков только примитивные оптические сенсоры и кнопочки. К оптическим сенсорам идут диски, это позволяет использовать их в качестве тахометров. Выходные порты тоже очень примитивные, нет даже возможности аппаратно управлять скоростью мотора. Судя по документации, управление скоростью моторов реализовано через шим. Это такой механизм ограничения мощности, когда мы подаем напряжение импульсами. И в зависимости от скважности сигнала управляющего у нас меняется мощность, доступная мотору, и его скорость соответственно. Чтобы вы понимали, это довольно распространенный алгоритм. Скорее всего, экран, с которого вы смотрите этот ролик, управляется таким вот алгоритмом. И много другой техники в быту, будь то какая-нибудь индукционная плита или вентилятор вашего компьютера. А все это питается блоком питания внешним сетевым, и с другой стороны все это включается по специальному порту в компьютер. В те времена еще не была стандартизирована даже архитектура железа, не то чтобы какие-то порты и разъемы. Я нашел информацию об официальной совместимости с 4 компьютерными системами. Для Apple II и IBM совместимых PC существуют платы расширения, то есть для использования железки нужно было что-то вставить в системный блок. Примерно как сейчас вставляют в ПК, например, видеокарту. Для компьютера Commodore 64 на Bricklink можно найти переходник. При этом он довольно долго не был привязан ни к какой категории, и я его в свое время нашел, просто листая все страницы с электрикой. Сейчас, правда, вроде прикрепили его к проводам. А для компьютера BBC Micro я смог найти дампы дискет с софтом в веб-архиве. Про провода ничего не нашел, к сожалению. Компьютерные части интерфейсов на Bricklink купить нельзя. Продавцов нет, в лучшем случае пустые коробки и макулатура.
Из компьютерной части интерфейсов я видел в продаже как раз-таки тот самый переходник для Commodore 64. По-моему, за 150 евро он висел, но кто-то его уже выкупил. Ну и сам рабочий Commodore обойдется примерно во столько же. Это не считая аналогового телевизора и магнитофона. Для совсем молодых зрителей я поясню, что магнитофон нужен не для прослушивания записей Boney, пока вы кодите, а для загрузки программ на сам компьютер. Да, такие это старые железки. Думаю, что по мощности очень условно можно сравнить их с приставкой NES, известной в родных для меня местах под именем Донди. В общем, если захочется пощупать такие системы на оригинальном железе, то пайка переходника не самая большая проблема. Схемы можно откопать в сети, а для самых богатых могу сказать, что порой попадаются на eBay комплекты Apple II со всеми нужными железками, софтом, пластиком и макулатурой. Вообще, со своей колокольни скажу, что и платы для IBM PC и Apple очень простые в железном плане. Я бегал, смотрел схемы, там просто логические преобразователи и всякие интерфейсные конвертеры. Умные люди, щупавшие эти системы, пишут, что в целом можно рулить интерфейс A практически с любого 8-битного компьютера напрямую. Был бы лишь бы кабель подходящий и возможность общаться программно с портом, к которому все это подключено. Плюс мне попадался на просторах форумов отредактированный исполняемый файлик для IBM PC как раз, где какой-то умелец поменял адрес с ISA-порта на LPT-порт. Так что в теории эту коробку можно запустить на компьютере, изготовленном уже в этом веке. Ну и что про Control Lab, что про Technic Control, важно сказать, что это были системы для образовательных учреждений, и сложность взаимодействия с ними была сравнительно высокой на время их актуальности. Это скорее не игрушки, а оборудование для проведения лабораторной работы. Собрали с братишкой на паре какую-нибудь конструкцию, натыкали в нее датчиков и сидите, следите за показаниями. На самом деле сложновато вообще искать информацию по старым железкам, хотя, например, за время, что этот сценарий полежал у меня на полке, кто-то что-то такие раскопал и выложил в сеть. Приятно видеть, что я не один такой некромант. То какой-нибудь молодой человек разберется, как управлять интерфейсом через Arduino и выложит схему, а иногда какой-нибудь дядя постарше на фоне LT-монитора расскажет, как кодить под 8-битные системы. Но при этом, как я уже говорил, информация параллельно и уходит в небытие. Да. Плюс возникают приколы вроде того, что у того же BBC Micro из 80-х есть какой-то современный тезка-одноплатник. Что, конечно, затрудняет поиск информации через поисковики стандартным способом. Или попробуйте, например, вбить в Google Lego Commodore 64. Как думаете, что там будет? Конечно, при должном старании все можно найти, но жалко, что куча интересной информации проходит мимо интересующейся аудитории. До того, как я сам начал копать поглубже, запросы про историю программируемого Lego приводили меня, только к фотке прототипа Mindstorm RCX 1. Будто бы до этого 10 лет ничего не делали совсем. В общем, в планах заняться обзорами хотя бы на самое старое. Я вроде бы базово готов к обзору Control Lab. Есть и старые компьютеры тех лет, и какие провода нужны разобрался, и даже Windows 95 на размагниченных дискетах я купил. А там, глядишь, куплю пузатый югославский телек, Commodore 64, и на интерфейс категории А мы с вами тоже посмотрим. В итоге мы с вами посмотрели на почти 40 лет истории программируемой электроники Lego. За это время сменилось несколько систем коннекторов, но, как вы могли понять, Lego и в электрике старалась обеспечивать некоторую обратную совместимость между сериями. А в итоге, чисто с помощью официальных переходников и софта можно сегодня актуальными железками порулить лампочками из 1986 года. К сожалению, нет прямой обратной совместимости с более старыми системами, но, во-первых, провода и разъемы в ранних системах электрики формально это разные детали. И, например, можно просто разобрать их и прижать голые провода к разъему. А во-вторых, никто не отменял возможности связи через датчики или механически. Например, можно вращать современный мотор с заданной частотой и считывать показания на старом датчике вращений. Или можно банально на кнопки нажимать. Зачем это может быть нужно? Вопрос сугубо риторический. Вообще, когда сделаю обзор на все интересное, можно будет побаловаться с риском что-нибудь сжечь и, например, попробовать связать Mindstorm RCX с ввиду первой версии. Электрические порты полностью совместимы.
На этом, думаю, можно заканчивать. Мне казалось, что получится сравнительно небольшая заметка, но даже при том, что я себя сдерживал местами, текст для этого ролика получается крупнее, чем любой закадровый текст для моих видео прошлых. Вот. Да и в целом с октября 2023 года, когда я завел документ с этим сценарием, я постоянно заходил что-то дописывать и править. Хочется верить, что до всего описанного в ролике мы со временем доберемся, ну, как минимум, по последнему Mindstorms и по Control Lab некоторые работы я уже проводил. Ну и NXT уже мелькал как часть другого ролика. Кстати, на странице канала или в моем Телеграме можно найти ссылочку на страничку, где я обозначаю прогрессию по большей части того, чем я занят. В общем, занимайтесь лего, занимайтесь программированием, будьте с электроникой на «ты». До скорого! Так, ну и тут у меня кончается телепромптер. Весь предзаписанный текст я рассказал. Такое небольшое, наверное, послесловие. Откидываюсь на скрипящий стул. Вот, могу сказать, что для меня это был довольно-таки сложный ролик. Я сам себя загнал в какие-то странные рамки. Я надеюсь, что в этот раз все записалось прекрасно, а то до этого я тоже потратил пару часов на запись и копание там во всем подряд, а потом выяснилось, что все дико засвечено. Сейчас пока я сижу уже, так сказать, солнышко зашло, я в процессе заката один раз закрыл ставни, чтобы закрыть отсветы на лего убрать. Вот. Очень на Омске. Вот, так сказать, опустил тень на Омск. И, соответственно, сейчас уже я вот чисто на искусственном освещении сижу, я не знаю, как оно поменялось, надеюсь, что нет снова этих диких засветов. Вот, а то у меня тут довольно все странно, небольшой угол, и в камере дикие засветы, и еще небольшой наклон, и картинка идеальная. Вот. Круто, на самом деле. Мне было дико интересно во всем этом покопаться, поковыряться. Я с большим фанатизмом залезал во многие вещи и до сих пор продолжаю что-то новое находить. И вопрос даже не в том, что кто-то что-то выкладывает, а порой там, на том же Евробриксе есть несколько тем, где люди с разных углов заходят на тот же интерфейс B или Control Lab. Кто-то рассказывает про то, как он просто нашел коробку и нашел там на YouTube какие-то видео и спрашивает: блин, ребята, а что это такое? А кто-то какой-то специфичный весьма там ретро-компьютер к ней подключает что-то паять, потому что базово оно несовместимо. Вот. Ну, конечно же, я еще раз попрошу тех, кто прям тут до конца задержался, поставить мне там всякие лайки, комментарии, колокольчики, вот это все понажимать, пописать. Это действительно важно для канала. Ну, опять-таки, канал — это я, значит, важно лично для меня. Вот. Ну, не в смысле, что канал-то я, ну да, канал назван моим именем, можно так выделываться. Вот. Так что, блин, спасибо вам. Спасибо. Я надеюсь, что оцените этот ролик. Для меня это, говорю, реально большая какая-то работа. Опять-таки, я прежде всего удовлетворял свой интерес, но постепенно все это шло к тому, что и ролик хочется сделать хороший. Вот. И я даже загоняюсь, мне все время кажется, что недостаточно круто и интересно рассказал, что что-то я упустил, но тогда, блин, это все реально разрослось бы вместо 10 на 30 страниц. И я бы никогда все это не выговорил так-то, я постоянно что-то перематывал и записывал какие-то склейки. Вот. Так что далее вас ждет, наверное, еще и нарезочка каких-то неудачных там оговорок и моментов там. В прошлой вариации с менее качественной картинкой ко мне, блин, приходил кот несколько раз сегодня, он ушел спать, зараза такая. Вот, даже в начале ролика отказался на полке посидеть. Вот. Так что, в общем, да. Но нарезку с какими-нибудь неприличными моментами ищите у нас в чате Денчик Пикс. Там у нас несколько человек довольно активно общаются. Опять-таки, ребята, не я сам, говорят, что это самый ламповый чат. Вот. Ну, реально, нас там немного. Мы обсуждаем и не только лего, какие-то личные темы, там, лонжероны, например. Вот. Так что забегайте, будем всегда рады. Но не всем. Ладно, это я шучу. Будем всем рады. Вот просто есть переживание, что когда там станет побольше народу, чат перестанет быть ламповым. Вот. Так что пока. Еще раз. Всем люблю. Всех люблю. Вот. И что я вам тоже так ничего.
Персик. Всем привет! Интересно очень, да? Очень интересно. Очень здорово, да, нравится? На шкафу мы сзади сидеть красиво не хотели, а тут бродить не хотим, да? Написано на специальной версии языка Python. И с такой прошивкой вы можете загрузить свой код в Персик. Написано на специальной версии языка Python. Вот этого, честно говоря, не планировалось. В Steam со всеми датчиками и моторами, которые в них можно воткнуть. В стороннем софте, как правило, работает все, только у Havavidu 2.0 есть некоторые сложности, все-таки он самый старый в этой линейке. Я сам, конечно же, все не проверял, ориентируюсь на информацию из сети, которые позволяют считывать угол поворота. Вроде бы только вот такие маленькие моторы, камеры. Вот. Моторы свои собственные, с энкодерами. Ну и все это палит сверху тем, что управлять можно было какой-то не очень мощной нагрузкой. Ну, например, мотор. Понятно, вам никто не мешает через переключатели управлять хоть атомным крейсером, но нужно понимать, что именно с самих портов вы можете взять какую-то совсем небольшую нагрузку, там порядка несколькими ваттами, мощность ограничена от USB дискетах. Для этой штуки есть, кстати, современный софт, даже у меня на MacBook с Lego. Чтобы понимали размах, это одна из... Чтобы вы понимали размах, молодой человек, вы понимаете размах? Чтобы вы понимали размах, одна из комплектных моделей вполне себе работающий сканер. Как-то упустил на eBay лот, где было 10